Привет, друзья! С вами снова канал «Небеглый». Мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. На прошлой неделе было много событий, которые будоражили умы белорусов как в эмиграции, так и внутри страны. Мы остановимся на некоторых из них, которые, как нам кажется, требуют нашего внимания. Прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк за нашу работу и оставить свой комментарий. Поехали! Но начнем мы с событий ближайшего будущего, а именно с круглого стола «Сход Необыяковых», который пройдет в Варшаве уже 21 июня. С легкой руки нашей Нивы и других офисных зависимых СМИ я стал активным участником этого мероприятия. Познакомился с организаторами, изучил программу мероприятия, с некоторыми организаторами даже пообщался лично. И вы знаете, на данный момент у меня есть полное ощущение, что этот круглый стол будет про Беларусь и про белорусов. На обсуждение вынесены важные вопросы. И самое главное, цель этого круглого стола – это поиск решения проблем и вызовов, с которыми мы все столкнулись, а не конфронтация с нынешними так называемыми лидерами демсил, как поспешили охарактеризовать это мероприятие офисные СМИ. Это как раз офис НАО и объединенный переходный кабинет стали своего рода закрытыми кружками по интересам. Доступ в них строго ограничен. Пускают только тех, кто поддерживает линию партии, подписывает соглашение о нераспространении и не будет критиковать нынешних лидеров. Даже если их слова и действия вызывают много вопросов у белорусов. В условиях кризиса доверия такой круглый стол может реально стать тем самым местом, где можно открыто говорить о проблемах и искать пути их решения. А не просто сфотографироваться и отчитаться о результатах, которых нет. Или пытаться втюхать несуществующий паспорт. Поэтому приглашаю всех на круглый стол. Сход Необыяковых для сложного, но откровенного разговора и для совместного поиска решений. Ну, а в ближайшие дни на нашем канале выйдет сюжет с одними из организаторов этого круглого стола, общественными деятелями Антоном Малкиным и Хелен Минской. Мы обсудим с ними вопрос необходимости международного признания интервенции России в Беларуси. Будет интересно. Ну а тем временем Светлана Тихановская вместе со своей командой съездила на важное мероприятие в Брюссель. Там проходило заседание консультативной группы Европейского союза по Беларуси. Из интервью Тихановской известно только, что что-то обсуждалось, но конкретики мы не скажем. Встреча была для журналистов закрытая. Тем интереснее нам узнать, какие ее результаты и что самое важное для белорусов произошло в эти дни в столице ЕС. Надо сказать, что это уже 5-я встреча между Евросоюзом и демократическими силами Беларуси. И это значит, что эта группа выдержала тест временем, и мы не просто обсуждаем какие-то вещи, мы привносим какие-то результаты этих разговоров в демократическое общество. Обсуждалось много вопросов, которые волнуют белорусов. Это вопросы легализации виз, это вопросы политических заключенных, санкций, то есть очень большой ряд вопросов, поддержка медиа репрессированным. И было много конкретики, которые невозможно выносить, потому что это, скорее всего, для координации позиций, для какого-то стратегического видения нашей работы. Вот как оценивать результаты таких визитов, когда про них не говорят и их не видно? С информацией на сайте офиса или из интервью Тихановской можно лишь понять, что команда Тихановской предложила смягчить санкции для Беларуси под соусом того, что санкции бьют по простым людям. Здесь, пожалуй, соглашусь с представителем Белпола Владимиром Жигарем, который довольно точно указал, для кого офис предлагает сделать исключение из санкций. Тут и добавить нечего. Под видом защиты интересов простых белорусов снова будут поблажки для тех, кто причастен к репрессиям и соучастию в военных преступлениях России. И я так понимаю, глупо спрашивать о том, будет ли, наконец-то, Машинский в санкционном списке.
Еще из этой поездки можно понять, что достигнута договоренность разработать совместный пакет рекомендаций для стран ЕС по решению проблем с легализацией белорусов. Это цитата. А 5 лет до этого что делалось? Конечно, меня как политзаключенного интересовал вопрос поддержки репрессированных. Знаете, что решили? Что к октябрю будет разработан документ «Оценка потребностей» для определения приоритетных направлений поддержки репрессированных. А вам не кажется, что такие документы должны были быть разработаны года так 4 назад? Что еще можно сказать по поводу этого визита? Но если только отметить, что фотографии красивые получились. Что-что, а фотографироваться красиво научились. Молодцы. Тему радужного парада в Вильнюсе сначала не планировали затрагивать. Но то, как забурлило инфополе из-за использования на этом параде протестной символики, не оставило нам выбора. Отвечу на 2 вопроса, которые я задал сам себе. Первый. Можем ли мы, кто имеет отношение к протесту 2020, запрещать использование символики людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Мой ответ однозначный – нет. Тем более, среди этих людей много тех, кто тоже подвергся пыткам и репрессиям со стороны режима. И второй вопрос. Было ли уместным использование бело-красно-белого флага на параде именно сейчас, в тех условиях, в которых мы находимся? Мой ответ тоже однозначный – нет. Потому что нужно понимать цель этого действия и контекст. Белорусское общество и так разделено. Растет разрыв в оценке происходящего в Беларуси между теми, кто уехал, и теми, кто остался. И в этих условиях вносить дополнительный раскол? Тем более, прекрасно понимая, что белорусское общество в большинстве своем придерживается традиционных взглядов на гендерную повестку. Я считаю, что это было своего рода провокацией. Возможно, даже спланированной режимом. Возможно, люди, которые в ней участвовали, даже не подозревали, что они стали соучастниками этой провокации. Но эта ситуация однозначно сыграла на руку режиму и его пропаганде. И сейчас нам надо успокоиться, сделать выводы и работать над тем, как объединиться, а не разъединиться. Потому что и внутри страны, и за границей достаточно политиков, которые способствуют разделению белорусов. Давайте не дадим им этого сделать. На днях увидел небольшое интервью, которое дал Павел Латушко Еврорадио. Привлекло оно внимание потому, что речь снова шла про Мельникову и полиграф. Оказывается, со слов господина Латушко, Мельникова проходила в свое время полиграф у небезызвестного господина Азарова. Странно, конечно, что информация об этом появилась только сейчас. Что это? Очередная попытка снять с себя ответственность за свое протеже? Мы звярнулись да байполу, яна была там на полиграфе. Конечно, спасибо Павлу Павловичу за то, что все-таки проникся темой необходимости прохождения полиграфа. Надеюсь, он также его пройдет. Тем более хочется увидеть после этого интервью. Было показательным то, как несвязно и напряженно Латушко доказывает, что не нужно проходить полиграф. Эту часть нужно просто посмотреть. Так вось мы з вами прайшлі сёння поліграф, пайшлі начаваць і завербавалі нас на працягу начы. Заўтра раніцай мы зноў павінны праходзіць поліграф, таму што няма контрвыведкі. Контрвыведка не гарантуе. Мы тады кожны дзень павінны праходзіць поліграфы. Вы разумееце? Я разумею, але вы так і не сказалі. Що таки вы бачили тыя пытанні, мне сказаў Азаров, што яна прайшла. Не, пытання я не бачу. Ну, пытанні складаў Азаров. А можа там было чисто па нейкіх іншых пытаннях. Там я не ведаю, из-за чаго, наколькі мне там рассказывалі, узнікла за нейкіх унутраных наускіх там разбор. Пытанні не складаў. І я, давайте так, падыходзілі і падыходзім мы і да байпола, і да белпола з павагай, пашана разумеючы, што яны ведаюць, што рабіць. Просто там можа пытанне, а ці супрацоўнічаеце вы са спецслужбамі, нават не было. І таму яно праскачыла. Не ведаю. Я пытанне не глядзеў, шчыра скажу. Пытанне гэта не глядзеў. Але зноў жа такі, вось мы пойдзем з вами зараз даваць, тады казалі байполу. Зараз байпол не хачу ацэньваць у тым стане, якім ёсць, да? Але дадзеныя ў іх. Ну вось сёння кажуць, мы будзем той ініцыятывай, хтосьці кажа, якая будзе праводзіць гэты дэтэктар хлусні, да?
паліграф. І заўтра гэта ініцыятыва дыскрэдытаваная. А ўсе нашы дадзены ў іх. Ну хто гэта будзе рабіць? Ну это немагчыма, калі няма дзяржавы, гэта ўсё падман. Это зноў самападман. Да, я не кажу, што тут не трэба шукаць нейкіх спосабаў. Калі ты пашоў да замежнай службы, ну, значыць, ты ў нейкім сэнсе стаў пад кантроль замежнай службы. Можа, трэба падумаць і хадзіць да замежнікаў. Я не чытаў гэтае пытанне, шчыра скажу. Не чытаў. Ну, я разлічваў, што тыя, хто праводзіць, яны ведаюць, што робіць і разумеюць, што робіць. Аргументация просто шикарная. После таких аргументов я практически уверен, что проведение независимого полиграфа среди нынешних так называемых лидеров Демсил даст нам очень много интересных открытий и пищи для размышлений. В конце нашего выпуска вернусь еще раз к интервью Тихановской по результатам поездки в Брюссель. На этот раз остановлюсь на ее словах о Мельниковой, о том, как она искренне переживает за судьбу экс-спикерки Координационного совета. И на этом фоне диссонансом звучит высказывание по поводу судьбы людей, попавших под репрессии из-за слива Гаюна. Высказывание тоже Тихановской на недавнем форуме в Варшаве, а также отдельных деятелей сейчас. Калі спецыяльныя службы Беларусі ці іншай краіны дасягаюць поспеху, то вініць тых людзей, якія не маюць магчымасці змагацца са спецыяльнымі службамі, не варта, неправільна. Трэба вініць іх у тым, што яны штосьці сваё не зрабілі, але ў самім гэтым кейсе это тое самае, што вініць Антона Матольку за тое, што беларускія спецслужбы ўрэшце дамагліся, каб пару чалавек там з тых, хто працаваў на беларускі гаюн, каб іх деананімізаваць. Минимум 20 человек находятся под арестом за то, что предоставляли информацию о передвижении российской и белорусской военной техники в телеграм-канал «Белорусский Гаюн». Это данные правозащитного центра «Весна». Белорусов, которые присылали фото и видео, обвиняют в содействии экстремистскому формированию. Мы уверены, что речь идет о куда большем количестве людей, но, к сожалению, мы не знаем всех случаев задержаний, потому что люди боятся сообщать эти факты. Эти люди находятся в статусе обвиняемых. Как правило, в их отношении избираются из тех, что нам известно, всем меры пресечения в виде заключения под стражу. То есть за Мельникову они искренне переживают. А вот белорусы, которые старались принести реальную пользу в условиях тотальных репрессий, для них всего лишь статистика. Подумаешь, всего-то 20 человек. Ну, может быть, больше. К этому лицемерию невозможно привыкнуть. И за него придется отвечать рано или поздно. Как и невозможно спокойно воспринимать лицемерие литовских правоохранительных органов, которые на заявление с просьбой выявить ответственных за слив персональных данных из проекта «Белорусский Гаюн» предложили пострадавшим обратиться знаете куда? К белорусским властям. Как говорится, занавес. На сегодня это все, о чем мы хотели рассказать. Пишите в комментариях ваши мысли и предложения об этих и других новостях, которые касаются каждого белоруса. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео со своими друзьями. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ваша поддержка очень важна для развития канала. С вами был канал «Не бегай». Скоро увидимся.